Всем привет! Вы на канале Parsewool. Сегодня мы вяжем простую, классную, модную шапку. Наша шапка с удлиненной макушкой. Мы вяжем на взрослого, обхват головы 56 сантиметров, но подойдет и на больший размер. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Мы будем вязать из пряжи Gazal Warm. Это пряжа ручного крашения. Посмотрите, какие красивые переливы цветов. В одной пасме 150 грамм. 120 метров. В составе стопроцентная мериносовая шерсть Супервош. Мой цвет 3878. Для работы производитель рекомендует спицы номер 10, но шапку мы будем вязать на спицах номер 7, чтобы она была поплотнее. Для того, чтобы работать с пряжей, смотанной в пасму, нам надо для начала перемотать ее вот в такой моток. Это можно сделать как вручную, так и при помощи моталки для пряжи. Пряжа очень мягкая и нежная. Тактильно очень приятное. Изделие выходит шелковистым. Для вязания шапки нам понадобится две мерки. Окружность головы у меня это 56 сантиметров и глубина шапки 35 сантиметров. Перед началом работы на спицах номер 7 вяжем образец резинкой 1 на 1 и измеряем плотность в слегка растянутом виде. В 1 сантиметре у меня 1,5 петли, окружность головы 56 сантиметров. Из окружности головы мы вычитаем 20% на растяжение шапки, получаем 44,8 см, умножаем на нашу плотность на 1,5 петли, получаем 67,2 петли, округляем до целого числа, 68 петель буду набирать плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Получившееся количество петель должно быть четным плюс 1. На спице номер 7 длина лески 40 см. Обычным способом набираем 68 петель. После того, как набрали нужное нам количество петель, еще одну петлю набираем для замыкания вязания в круг, соединяем вязание в круг и следим за тем, чтобы косичка вот этого наборного края вся смотрела в центр круга. Вот здесь она у меня перекрутилась. Расправляем. Теперь все ровно. Снимаем одну петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем и разворачиваем наше вязание. Это мы делаем для того, чтобы отворот был с красивой косичкой, а не с узелками. Получается, узелочки у нас остались на изнаночной стороне, и мы начинаем вязание резинкой 1 на 1. Первую петлю провязываю изнаночной, далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываем ряд до конца. Во втором и последующих рядах над изнаночными вяжем изнаночные, над лицевыми лицевые. Формируем резинку 1 на 1. Следим за тем, чтобы петли не скрещивались. Лицевые провязываем за передние стенки, изнаночные за задние. Узор всей нашей шапки это резинка 1 на 1. И мы будем вязать таким образом до закрытия петель для макушки. Вот что у нас получается в процессе. На отворот я оставлю 10 сантиметров, так он будет выглядеть. Давайте выясним, какую высоту шапки нам надо провязать. Глубина шапки у меня 35 сантиметров. Делим это значение пополам. Получаем 17,5 плюс 10 сантиметров. Я оставляю на отворот, прибавляем их к нашей высоте. Получаем 27,5 сантиметра. Это высота шапки до закрытия макушки. Я провязала 27,5 сантиметров. У меня вышло 45 рядов резинкой 1 на 1. То есть высота без учета отворота 17,5 сантиметров. И мы приступаем к убавлению петель для макушки. Для начала я смещу маркер начала ряда на одну петлю, чтобы ряд у меня начинался с лицевой. Провязываю одну изнаночную и возвращаю маркер начала ряда. В этом ряду убавки делаем следующим образом. Разворачиваем лицевую, провязываем вместе с изнаночной лицевой за задние стенки. Далее одна лицевая, одна изнаночная. Снова лицевую разворачиваем, провязываем вместе с изнаночной, лицевая, изнаночная. 2 петли провязываем вместе лицевой, лицевая, изнаночная. Так довязываем ряд до конца.
Следующие 3 ряда мы провязываем по узору 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. Таким образом вяжем 3 ряда, 2 лицевые, 1 изнаночная. После этого у нас снова убавки. Провязываем 1 лицевую, следующую лицевую разворачиваем и вместе с изнаночной провязываем лицевой. 1 лицевая, 2 вместе, 1 лицевая, петлю разворачиваем, провязываем лицевой. Так довязываем ряд до конца. 1 лицевая, 2 вместе. Следующие 2 ряда мы провязываем по узору. Здесь у нас все петли лицевые. Вяжем 2 ряда лицевыми. Следующий ряд — ряд убавок. Провязываем 1 лицевую, 2 петли разворачиваем, провязываем вместе лицевой за задние стенки. Снова 1 лицевая, 2 петли разворачиваем, провязываем вместе лицевой. 1 лицевая, 2 петли вместе. Такие убавки делаем до конца ряда. Далее ряд без убавок. Все петли провязываем лицевыми. И еще один ряд с убавками. 2 петли разворачиваем, провязываем вместе лицевой за задние стенки. Разворачиваем 2 петли, провязываем их вместе лицевой. После этого нить отрезаем, вставляем в иголку широким ушком и пропускаем через все наши петли. Затягиваем, уводим нить наизнанку, в середину наших затянутых петель. С изнаночной стороны закрепляем и прячем хвостик. Кончик наборного ряда прячем вовнутрь отворота, вставляем его в иглу, уводим наизнанку и пропускаем нить по задним стенкам петель. В одну сторону протянули и в другую. Наша шапочка готова. Отправляем ее на ВТО. Я стираю в машинке на режиме ручной стирки, сушу на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Посмотрите, как красиво играет пряжа оттенками от голубого до глубокого синего. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.